Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что заставит ее проявиться? Загадайте женщину, настройтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Так, смотрим, какая сейчас у вас жизненная ситуация проигрывается. С деньгами, в общем-то, у вас очень и очень неплохо. Но вы как-то пытаетесь вот все равно закрываться, да, вот некоторые даже вот сейчас, может быть, не хотят, чтобы их полностью считывали, да, вот есть какой-то такой момент скрытности, закрытости, да. Кто-то из вас ожидает сейчас поступления денег. Знаете, вот у вас сейчас такое состояние, вот хочется назвать его, наверное, вот вы как будто вот в обороне стоите, да. Какое-то вот известие вы получите в скором времени, которое немножечко вас может напрячь, тогда вот заставлять как-то вот обороняться, может быть, какие-то вот агрессивные такие чувства вызовет. И скорее это может быть, знаете, известие из прошлого. Известие от женщины, которая раньше у вас, ну так, доила как корову, грубо говоря. Так. Да, это был разрушительный момент с этой женщиной. Вот она с вами играла. Она играла, манипулировала только, ну просто как хотела, да, вот как кукловоды за ниточки дергают. Что она только не творила. Кто-то манипулировал детьми, может быть, да. И все это, знаете, вот из-за того, что она ушла, скажем так, налево. Вот она ушла, потому что вот ей попался человек, который вскружил ей голову. Но это было ненадолго. Но из-за этого человека распались ваши отношения, к сожалению. И сейчас эта дамочка, дамочка, которая причинила вам очень и очень много боли, она думает, вот как бы, знаете, вот перебирает варианты, что ли, вот в голове, как бы ей подлезть к вам. Давайте-ка посмотрим, кто ее этому вообще надоумил, либо же она сама это захотела. Знаете, вот скорее всего, вот после вашего разрыва, да, вот расставания прошел какой-то период. Но, наверное, это будет скорее касаться расклада тех, кто не очень давно развелся, да, не спустя много лет. Она, скорее всего, пришла к этому одна, сама она так решила, что надо как-то вот к вам проявиться. Хотя какой-то период вы с ней не общались, может быть, и сейчас не общаетесь. Но вот что-то ее начало к вам тянуть. Давайте-ка уточним, что же ее начало тянуть к вам. Боже, вы с такими ссорами, скандалами расставались, у вас столько было агрессии, даже друг на друга. Вы, может быть, высказывали как-то, вот знаете, вот все, что накопилось, все свои претензии. Ее начало, знаете, вот тянуть то, что даже как-то смешно звучит, честно говоря. Вот я начала тянуть то, что вот вы сейчас расстались, да, уже какой-то период прошел, а она привыкла, вот знаете, держать все под контролем. Она привыкла манипулировать, контролировать с вами, вас, вернее, контролировать. А сейчас она этого не может. Она не может до сих пор успокоиться, что она не может особо на вас никак повлиять, потому что вы далеко, вы не с ней. Это как-то даже странно звучит, да? И она вот как-то думает, а как же держать под контролем вас, ваши финансы, да? Здесь не без финансового момента, конечно, вот этот ее интерес, да? Вот как-то надо контролировать, сколько вы получаете, да? А может быть, вы ей сможете дать денежку, вот как вы раньше давали. Вот именно финансовый вопрос, да, вот контроль вашей жизни, ваших финансов, он не дает ей покоя. Она, знаете, вот посмотрите, она даже не хочет, чтобы ее считывали, да, у нас пустая карта выпала.
она, знаете, она очень не хочет, чтобы у вас появилась новая женщина, новые отношения. Ее это очень гложет, ее это давит. Вот она хочет, знаете, до сих пор даже, вот когда прошло уже время, казалось бы, да, вы уже не вместе какой-то период, уже все, разошлись, у каждого своя дорога, свой путь, но она все равно хочет, чтобы у вас никого не было, да. Она хочет, чтобы вы все так же ей давали деньги, вот такой бедной несчастной, да, вот, ну, то есть получается такая ситуация, что вы вроде и порознь, и в то же время она должна все держать под контролем. Но это, конечно, нонсенс. Я не знаю, что в голове, конечно, у этой женщины. Так, что ей не хватает в жизни? Почему она так себя ведет? Боже, какой кошмар. У нее, знаете, похоже, у нее сейчас вот личной жизни как таковой нет. Вот как-то ее мужчины очень быстро бросают. Ну, одноразовые, может быть, там у нее и попадаются, конечно, мужчины. У нее столько, знаете, вот поскольку у нее скандальный такой характер, у нее столько агрессии, вот такое ощущение, что ей просто уже не на кого выплеснуть. И вот она даже если проявится к вам, то это может быть, знаете, вот даже какой-то гневный звонок, гневная СМС может быть. Вот она такой человек, который, знаете, ну за словом в карман не полезет. Вот ей нужно что-то высказать. Вот у нее как будто, знаете, как будто потребность кого-то унизить, обидеть. Вот она кайфует от этого, как энергетический вампир. И вот она может даже проявиться для того, чтобы продолжать, даже будучи уже не с вами, да, будучи уже не в отношениях, вот держать какой-то такой отдаленный, но контроль. Вот напишите, да, вот, ну, я думаю, вы согласны со мной, что это, конечно, бред, она не, ну, так не должно быть, да, вот. Ну, как женщина может на расстоянии контролировать мужчину? Напишите, что вы думаете по этому поводу, да, вот, что женщина хочет, находясь с вами на расстоянии, а также деньги получать. Вот. Ну, согласны ли вы на такую позицию? Я думаю, вряд ли. Она все так же ходит, знаете, вот она будет даже, вот если вы с ней начнете общаться, начнутся все равно какие-то ссоры, терки какие-то, вот выяснение отношений может быть. Причем даже вот из-за денег это может быть выяснение отношений, потому что вы либо же откажете ей, да, вот давать деньги, если она подлезет к вам. Либо откажете, либо даже если и дадите какую-то сумму, может быть, это на детей она скажет. Но она все равно может устроить скандал, потому что скажет, это мало, этого недостаточно, да. Вот она всегда найдет к чему придраться. Ну, какая-то, ну, странная женщина, ну, ей-богу, ну, странная, до мозга кости просто странная. Так, получится ли у нее то, что она задумала вот для того, чтобы появиться? Но вот агрессия, нет, у нее не получится. Она настолько придет вот с агрессией, я думаю, если у вас, у кого-то из вас, да, и проиграется такая ситуация, она придет с такой агрессией, что вот эти вот стычки, какие-то перепалки, они ничего хорошего не дадут. Вот она придет с тем, чтобы, может быть, даже помириться, как-то наладить отношения, да, но для того, чтобы снова вы были в ее поле зрения, чтобы знать о вашей жизни, о ваших финансах, да, она может прийти даже с тем, что вот давай как бы друзьями будем, да, вот периодически будем общаться, вот как некоторые пары там, может быть, в кафе ходят, дружат как-то. Ну, конечно, я этого не понимаю. Уходя, уходи, да, ну как можно расстаться с друзьями? Это как-то странно. Вот. Но у нее, скорее всего, это все не получится, вся эта ее затея, что она придумала. Вот не получится, нет. Теперь уже, знаете, в этот раз, теперь вы ей разобьете сердце, теперь у вас ситуация с ней, знаете, вот кардинально поменяется. Вот даже если она к вам и начнет подлезать как-то вот через свои вот хитрые манипуляции, может быть, да, теперь уже за веревочки и за ниточки кукловода будете дергать вы. Теперь вот как-то вот ситуация будет у вас так проигрываться, что вы теперь сможете не манипулировать. Вы теперь сможете вот как-то, ну, ее нагнуть, опустить, что ли, ниже плинтуса. Ну, в этом будет, конечно,
доля обиды еще в вас говорить. Вот ваша обида, ваша злость на нее. Теперь вот вы на 180 градусов с ней поменяетесь местами. И если она придет, вот вы начнете диктовать свои правила, свои условия. Теперь вы будете ее отбревать, отшивать, да. Потому что, ну, как бы это не та женщина, с которой можно мириться, наверное. Вот так бы я сказала. Потому что, ну, какой смысл мириться с предателями, да? Вот напишите в комментариях, есть ли смысл мириться с предателями? Ну, это нонсенс, ну, честное слово. Все давно знают, если человек предал один раз, он предаст и второй, и пятый, и десятый. Поэтому вот это ее даже появление какое-то, оно может, ну не то чтобы даже вообще, ну оно ничего ей не принесет. Это будет, ну такое, непонятно что, да. Может быть даже какое-то СМС, но СМС какого-то агрессивного характера, либо же вы прямо в переписке начнете какую-то вот перепалку, да, выяснение отношений, да, потому что можно даже в переписке поссориться. Это надо уметь, ну, некоторые умудряются это сделать. Вот так вот. Поэтому смотрите, будьте осторожны, да, вот если появляется на горизонте ваша бывшая, то это, конечно же, обычно это не просто так, это с каким-то умыслом, да. Ну, наверное, это единицы случаев, когда женщина захочет помириться первой, потому что, ну, как правило, даже если женщина сама виновата, вот гордость, она не дает ей сделать первый шаг, тем более помириться, да, после сложных расставаний уже помириться довольно тяжело. Это единицы могут наладить отношения, и то все равно ничего хорошего из этого не получится. Есть, я знаю, масса примеров, когда люди сходились, да, вот и после измены, после предательства, да, ну ничего хорошего из этого не вышло. Уже все равно не получается вот тех отношений, которые должны быть. Никогда не будут отношения, которые были раньше. Трещина вот это вранье, обиды, все ссоры. Но это ведь никуда не девается. И вы ничем это не уберете, не отшлифуете эту разбитую чашку. Поэтому как-то так вот, смотрите сами, решайте сами. Ну, это такой вот довольно болезненный момент, да, для всех людей. С одной стороны, может быть, кто-то и ждет появления вашей половины, да, может быть, еще у кого-то любовь не прошла. Ну, поверьте, разбитую чашку все-таки лучше не склеивать, потому что трещина остается навсегда. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!